Зинаида Михайловна Труснолобова была обычной советской девушкой, которая с началом войны в числе многих других отправилась добровольцем на фронт. Она служила простой санитаркой, и, возможно, если бы с Зиной не случилось несчастья, мы никогда бы не узнали о ней. И на бортах советских танков, самолетов и орудий солдаты не выводили бы одну и ту же надпись «За Зину Туснолобову». Зина родилась в 1920 году в русской семье в Белоруссии, Витебской области Полоцкого уезда. Однако в 1930-е годы, когда страну захлестнула волна страшных репрессий, отец Зины, опасаясь за собственную жизнь и жизнь родных, поменял фамилию и уехал вместе с домочадцами в Кемеровскую область, в Ленинск-Кузнецк. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он умер. Чтобы помочь матери, Зина устроилась работать на завод лаборантом-химиком. Во многих источниках написано, что весной 1941 года она, 20-летняя девушка, вышла замуж за Иосифа Петровича Марченко. Однако есть опубликованное интервью взрослого сына Зинаиды Михайловны и Иосифа Петровича, Владимира. Он утверждает, что здесь ошибка. До войны его родители только познакомились, но пожениться не успели. И так началась Великая Отечественная война. Незадолго до ее начала Иосифа направили служить на Дальний Восток, а уже оттуда он попал на фронт. Зина тоже не собиралась оставаться в тылу. Окончила курсы медсестер и ушла добровольцем. Ее направили в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии. Так началась у девушки новая жизнь. Летом 1942 года полк сражался под Воронежем. И вместе с полком Зинаида. Она, несмотря на хрупкий вид, шла в атаку, не боясь никакой опасности. На поле боя оказывала первую помощь раненым, вытаскивала их на себе. За 3 дня медсестра Туснолобова спасла более 40 жизней. За это ее представили к ордену Красной Звезды. Зинаида пыталась отказаться от награды. Она считала, что авансы ей не нужны. Да, девушка думала, что это аванс. «Дорогая мама, братик Женька», – писала она домой, – «пишу вам с воронежской горящей земли. Если бы вы знали, что здесь творится. Днем и ночью стонет земля, идет кровавая битва. Но вы не волнуйтесь за меня. Пуля ищет боязливых, а я ж, знаете, не из таких». 2 февраля 1943 года. Зинаида в армии уже 8 месяцев. На ее личном счету 123 спасенные жизни. Бой у станции Горшечная Курской области. Фашисты взяты в кольцо. Яростно пытаются выйти из окружения. Зина на поле боя помогает солдатам. «Командира ранило!» – услышала она крик и помчалась на помощь. Вокруг рвались снаряды. Девушку ранило в ногу. Сапог стало заливать кровь. Но медсестра не собиралась оставлять свой боевой пост. Встала на колени, поползла искать командира. Да не успела. Михаил Тимошенко был уже мертв. Девушка заметила его планшет, чудом уцелевший. Доползла до него, спрятала за пазуху. И снова раздался взрыв. Очнулась, когда немцы перешли в контратаку. Многие фашисты ходили по полю и добивали раненых, рассказывала Зинаида Михайловна. Увидев это, я притворилась мертвой. Ко мне подошел фашист, стал бить по голове и в живот чем-то тяжелым, думаю, прикладом. Потом в ход пошли сапоги. Я снова потеряла сознание. Уже поздно ночью Зинаида снова очнулась. Она не могла пошевелиться и приготовилась встретить смерть. Но судьба подарила девушке шанс. Именно в это время рядом с ней проходила советская разведгруппа. Зина хотела позвать на помощь, но язык ее не слушался. Звуки не складывались в слова. Тогда из последних сил, цепляясь за надежду, медсестра застонала. Громко, мучительно, отчаянно. И ее услышали. Тело ее пришлось выбивать финками. Кровь превратилась в лед, приковавший Зину к земле. Привезли в санчасть. Врачи посчитали, что молодой организм сам сможет найти силы для борьбы с ушибами. Поэтому они, оказав первую помощь, попросили местных жителей взять Зину к себе. На просьбу откликнулась пожилая женщина, вдова. Зина прожила у нее около недели и действительно поначалу пошла на поправку. Но если организм еще смог побороть ушибы, то перед обморожением оказался бессилен. Девушке стало совсем плохо. Испуганная вдова снова отвезла ее в госпиталь.
Как оказалось, очень вовремя. Началась гангрена рук и ног. Речь шла о спасении жизни. Зину перевезли в Свердловск, в госпиталь. Хирург Николай Васильевич Соколов ампутировал девушке правую руку до локтя. Битва шла несколько недель. Врач как мог сражался за жизнь отважной медсестры. Но ему пришлось провести еще 3 операции. Зина лишилась правой ноги до колена, половины стопы левой ноги и кисти левой руки. Еще один факт. В госпитале отчаянно не хватало медикаментов. Последние 2 операции были проведены с таким малым количеством обезболивающего, что, можно сказать, вовсе без него. «Я выдержу, доктор», — говорила Зина, — «только сохраните мне жизнь». Пораженный мужеством девушки, Николай Васильевич смастерил для нее специальную манжетку на руку, чтобы можно было как-то орудовать правой рукой. Впоследствии девушка научилась ею даже писать. Затем врач убедил больную в необходимости дополнительной операции. На левой руке сделал сложный разрез. Получилось что-то вроде 2 пальцев, которые он обшил кожей. И девушка со временем смогла ими держать легкие предметы, даже пользоваться вилкой и ложкой. До середины весны 1942 года Зинаида пробыла в госпитале. Там же с ней произошел такой эпизод. Медсестра лежала в палате, которая находилась на 1-м этаже. Окна были открыты. Мимо проходил какой-то боец. Заглянул, увидел красивую девушку и пошутил: «Красавица, пойдем погуляем». И что ответила Зина? «У меня нет прически». Она даже не заплакала. Заплакал тот боец, войдя в палату и увидев, кого пригласил погулять. Встал на колени и воскликнул: «Прости меня, сестренка». Тем временем Иосиф Марченко очень беспокоился о ней. Он не получал писем, которые прежде приходили регулярно. Сам писал часто, но как будто в пустоту. И, наконец, получил долгожданную весточку: «Мой дорогой Иосиф, не знаю, где и при каких обстоятельствах найдет тебя это письмо. Пишу все как есть, ничего не утаивая. Обманывать, ты же знаешь, я никогда не умела. Со мной стряслась непоправимая беда. Я потеряла руки и ноги. Горько и обидно остаться в 23 года инвалидом. Видимо, моя песенка спета. Будь свободным, родной. Поступай, как сочтешь удобным для себя. Не могу, не имею права стать преградой на твоем пути. Устраивай свою жизнь. Прощай». Отправив конверт, Зина ждала ответа с большим нетерпением и волнением. И надежды оправдались. Иосиф прислал ответ: «Родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, и заживем мы счастливо. Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить в дальнейшем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Крепко люблю тебя. Твой Иосиф». Как же обрадовалась Зина, получив такое послание. У нее словно началась еще одна жизнь, полна трудностей, боли, но с надеждой на будущее счастье. Характер Зины не позволял ей бездействовать. Девушка очень хотела как-то приблизить нашу победу. Но что она могла сделать в нынешней своей ситуации? Чем она владела? Только словом. Девушка стала писать письма на фронт нашим бойцам. Она обращалась к ним, незнакомым людям, рассказывала свою историю, просила отомстить за нее. Одно из ее писем читали солдаты перед штурмом Полоцка. Кроме того, попросила рабочих завода «Уралмаш», которые взяли над ней шефство, отнести ее в один из цехов. В обеденный перерыв рабочие внесли в цех медсестру Зину Туснолобову. Какая воцарилась тишина! А девушка привстала, как могла, на носилках и сказала примерно такие слова: «Дорогие товарищи, мне 23 года. Я очень мало успела сделать для нашей победы. Мне удалось вынести с поля боя больше 120 раненых. Сейчас я не могу воевать и не могу работать.
У меня теперь нет ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне. Я вас прошу, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка. К концу того месяца сверхплана рабочие выпустили 5 Т-34. На каждом была надпись «За Зину Туснолобову». Эта же надпись появлялась на стволах орудий, минометов, на самолетах, везде, где бойцы получали пламенные письма Зины. Зимой 1944 года Николай Васильевич Соколов, тот самый хирург, который оперировал Зину, отвез ее в Москву, в протезный институт. Девушка снова стала учиться ходить. Наконец кончилась война. Вернулся Иосиф Петрович. Молодая семья стала жить в Полоцке. У них родились 2 сыновей. Но случилось еще одно несчастье. Оба мальчика умерли. Затем появились на свет сын Вова и доченька Нина. Иосиф Петрович, как и мечтал, разбил большой яблоневый сад. Зинаида Михайловна сама вела хозяйство. Занималась и огромной общественной работой. Ездила на предприятия, в школы, выступала по радио. К ней приходили письма из разных городов нашей страны, и она находила время и силы на них отвечать. Никогда ни на один день Зинаида Михайловна не забывала доктора, подарившего ей вторую жизнь. Вот одно письмо Николаю Васильевичу. «Мы с Иосифом вернулись в Полоцк, посадили сад. Может быть, это и есть счастье, чтобы вот так раздольно цвел сад и росли дети. Подумать только, Вовочка уже в 8 классе, а Нинка Ягоза последний год ходит в детский сад. Сейчас поздний вечер. Моя шумная семья угомонилась, все спят, а я пишу вам письмо. Вся моя семья желает вам, дорогой мой доктор, здоровья, счастья, больших успехов. Приезжайте к нам летом на яблоки, Николай Васильевич. Забирайте всю семью с собой. Будем ездить в лес по грибы, на рыбалку. А главное, вы увидите, как я самостоятельно научилась стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. Горячо любящая вас Зинаида». 6 декабря 1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1965 ее наградили медалью Флоренс Найтингейл, английской сестры милосердия. Эту почетную награду получили всего лишь 3 советские медсестры. Зинаида Михайловна умерла в 1980 году в возрасте 59 лет. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.